Та-дам! Основная локация сериала. Это монастырь, где снимались просто 80% сцен, наверное, куда постоянно приходила Милли. Первый самый... Друзья, привет! Прямое включение из Аргентины, Буэнос-Айрес. И мы приехали в район, в котором, в общем-то, большинство локаций сериала находятся, включая само отель Эфе Studios, где, собственно, строились декорации и все снималось. Как таковых локаций, живых, не декоративных, да, а живых локаций, их не так много. То есть это улицы, это фасады, типа квартиры Ива, фасад самого дома, куда мы только что приехали. В общем, у меня есть целая карта, потому что я душнила. Изначально мы думали приехать в сам монастырь и поснимать там, потому что это как бы самая такая культовая локация. Но потом я решила, что я себе не прощу, если я не посещу еще другие локации. Поэтому я без понятия, где они. У меня есть карта, но я понимаю, что они сильно изменились. Улицы, дома. В общем, сейчас дождь, у нас такие полевые условия и холод. Вот. Но будем работать с тем, что есть. Так, вот это, по идее, судя по моей карте, локация дома. Но все дело в том, что у меня две локации. Одна вот, где мы пришли, а другая отмечена красным. Я не знаю, какая из них правильная. Ну, в общем, вот такой вот фил я вам передам по району. На самом деле, действительно, район выглядит как, ну, такой, знаете, спальный район с домами, причем с богатыми домами, потому что здесь везде охранники. И, судя по всему, вот эта эрия и там вот пальма, это то, где, собственно, стояла вилла. Но сейчас все это выглядит по-другому, потому что виллу давно разобрали, и забор тоже разобрали. Остались только пальмы. В общем, небольшой спойлер. В силу того, что сам Буэнос-Айрес выглядит немножко не так, как я себе его представляла, я очень переживала, что когда я буду приезжать на эти локации, они тоже будут выглядеть немного, знаете, иначе, чем как-то в моем воображении, когда я смотрела сериал в детстве. Конечно, я уже много чего не помню, но все равно вот это чувство внутри, оно как бы осталось. Так вот, должна сказать, что вот этот район как раз, где, собственно, вот эта вилла Ла Соледад, он примерно именно такой, как я себе представляла, что удивительно, несмотря на плохую погоду, потому что погода очень влияет на мое восприятие. Но это такой, знаете, не Беверли-Хиллз, конечно, но вот создает вот это ощущение какого-то даже отчасти американского какого-то маленького такого района, где вот просто дорога и дома, частные дома. Они все ограждены заборами. В общем, друзья, вот именно вот здесь, вот там, где видно пальму, здесь раньше стоял особняк. И район, на самом деле, очень благополучный, кругом охрана. И, в общем-то, я думаю, что такой и был посыл, когда они снимали, потому что Ди Карло — это же богатая семья. Вот, соответственно, все вокруг здесь очень такое большое и богатое. Уличные локации тоже имели место быть. И вот то, где встретились Ива и Милли в первой и второй серии, когда он ее пытался поцеловать, вот примерно здесь. Так, ребят, как я уже сказала, что в основном все снимали в павильонах, но на улице снимали некоторые сцены. И вот на этой улице как раз Милли и Лина, они подрабатывали тем, что мыли окна машинам, бросали в них яйца, в общем, занимались всякими такими вещами. Потом Милли и Глория, они продавали эти... в общем, на улицах иконки или что-то в этом роде. В общем, это их была такая модель заработка. Вот, в общем, так и вот выглядит этот район, совершенно обычный. Я не знаю, каким я себе представляла это все дело, когда смотрела сериал, но улицы выглядят вот так. Итак, ребята, вы не поверите, я не ожидала здесь увидеть Paramount. Надпись, я ожидала увидеть здесь надпись ТЛФ. Если посмотреть на карту, можно увидеть на самом деле, что все самые главные локации, они находятся в районе вот этого ТЛФ, то есть в районе этих съемочных студий. Самые основные локации — это у нас то, где познакомились Милли и Иву, сам дом, конечно же, основная локация, фасад дома, особняка Ди Карло.
И что еще? Квартира Ива, рестораны, какие-то кафе, школы, клубы, ну, в общем, везде все, что там происходило, кроме монастыря. В общем, все локации, кроме монастыря, находятся здесь, находятся около этих студий. А это вот еще одна студия. Это, собственно, основные студии, вероятнее всего. Возможно, у них 2 локации. Или, возможно, там был офис, а здесь сами студии. Не знаю, что ты об этом думаешь. Лично для меня основные локации — это квартира Ива и дом Ива. Даже не монастырь. Поэтому мы здесь. Здесь будут обязательно скрины. Вот. Но я в шоке, конечно, что вот так вот можно приехать туда, где ранее было только твое воображение. В общем, прикольно, очень прикольно. Квартира Ива, друзья. Кто хотел там побывать? Квартира Ива, кстати, находится рядом с водой. Там вот океанчик, и мы сейчас к нему пойдем. Claro, y después la baulera, yo tengo 2 bauleras y le puse un respaldito de fútbol. Ну ведь какая приятная набережная. Камни, правда, немножечко омрачают вид, но зато вот есть вид на Буэнос-Айрес, представляете? Локация, которую я точно не ожидала найти, это притон Дона Хулио. Это последняя мысль, которая бы мне пришла в голову, но тем не менее он здесь. И таким образом у нас остается одна основная главная локация. Это монастырь, где снималось большинство кадров. Так, ребята, ну вот так выглядит вся основная площадь. И это главный корпус, вы представляете? Главный корпус института, где проходили все съемки. А там дальше находится поле. Так, ребята, в это сложно поверить. Мы приехали в самую главную локацию. Нас только что вообще не хотели пускать, представляете? Потому что сегодня воскресенье. Мы ехали сюда час, и в надежде, что это институт открыт. Как оказалось, они не работают только с понедельника по четверг. Но, естественно, я не могу приехать сюда одна, это далеко, Джейкоб работает в будни. В общем, все закрыто. 2 женщины-офицера стоят и как бы говорят сори. И, в общем, я уже как бы понимаю, что как вообще с ними общаться, они не понимают по-английски, мы не понимаем по-испански. Ну, в общем, сами понимаете, ситуация безвыходная. Но Джейкоб им там перевел, объяснил всю ситуацию. И они такие, ну ладно, один раз в виде исключения проходить. Представляете, это так мило. В общем, да, я не знаю, как так случилось, как нам так повезло, что нас все-таки запустили сюда, и мы тут одни, к счастью. В общем, давайте быстренько вам расскажу, что здесь происходит. Та-дам! Основная локация сериала. Джейкоб смеется на заднем плане. Это монастырь, где снимались просто 80% сцен, наверное, куда постоянно приходила Милли. Первый самый эпизод, последний эпизод свадьбы. Вот там вот находится футбольное поле. Здесь вот эти окна. К сожалению, здание пострадало. Это университет. Его выкупил институт Буэнос-Айреса в 2009 году. До этого это был другой университет. Институт Карлоса Перегрини.
В 2003 году, по-моему, был пожар, после которого здание, вот это главный корпус, он был разрушен, и его государство не хотело восстанавливать и хотело вообще снести. Но люди митинговали, пытались отстоять это здание, и в итоге через несколько лет, в 2009 году, главный институт Буэнос-Айрес решил его выкупить, эту землю, на котором стоит корпус, и часть здания восстановили. Восстановили несколько крыльев здания и построили там штаб-квартиру. Вот. Но основной корпус они так и не отстроили. Они обещали его отреставрировать, но пока ничего не происходит. Поэтому, если можно видеть, сейчас я вам покажу, что много окон до сих пор, как после пожара. Это вот окна, на которых сидела Милли, основные эпизоды, где она размышляла, говорила с Богом. Потом у них было много сцен, где они целовались с Ива, там под этими окнами и все такое прочее. Вот. И с этой стороны футбольное поле. Блин, ребят, так сложно поверить, то, что за этими окнами на самом деле, насколько я читала, находится вся та же плитка, все тот же холл. Ну, если вы помните начало сериала, где она танцует в этом холле, да, этот прекрасный клип, так вот, говорят, что там все осталось абсолютно таким же. Та же плитка в цветочек, вот, и все те же окна. Очень бы хотелось туда зайти, я не знаю, если можно туда зайти в будни, просто сегодня выходной. Здесь вот находится это поле, где Милли играла в футбол, где была ее свадьба, вот эта карета. Ну, вы помните, да? Вот, сзади меня находится это самое футбольное поле. Туда, к сожалению, ближе подойти нельзя, но его, по крайней мере, отсюда видно. И здесь учатся студенты, это действующий университет. Вот, представляете? Просто не в этом здании, конечно же, учатся, но в других крыльях его, да. В общем, ребят, хотела сказать, что это невероятно круто. Если у вас будет возможность приехать когда-нибудь в Аргентину, я вам обязательно рекомендую сюда прийти. Здесь очень красиво, я оставлю координаты под видео. И, не знаете, посыл этого видео — мечты сбываются, честное слово. Вот. Я маленькая Маша, я представляю, как маленькая Маша сидит перед экраном и смотрит на эту картинку сзади меня. И даже не верит в то, что вообще-то она может оказаться в другую сторону экрана. Представляете? Тем не менее, я здесь. Это очень круто. Я в восторге. Вот. И я очень рада, что нам пошли навстречу и пустили нас сюда. Я очень благодарна им. Приятные, милые женщины. Возможно, я еще сюда вернусь когда-нибудь.